Привет, мои дорогие девочки. Привет, девочки. И пока мы тут с вами собирались, пока я тут настраивала стрим, у нас, девочки, сегодня будет гадание, что он чувствует к вам сейчас, его чувства и мысли у нас будет. Но тут я увидела вопрос, как только включила стрим, который мне тут прям попался, девочки, на глаза, да, и спросили, прям так хочется ответить, пока мы все вместе собираемся, потому что не сразу всем приходит уведомление о том, что стрим, да, у кого-то приходит, у кого-то нет, поэтому мы пока пособираемся. Привет, привет, девочки. Пиковый тоже с вами сидит. Он сидит, девочки, на стриме, смотрит, чтобы там интернет хорошо тянул, чтобы все работало. Ну что, а там сегодня как раз только что вопрос был в самом начале стрима о том, что вот если человек был раньше плохой, то есть бандит, либо сидевший, либо еще что-нибудь, и вдруг ни с того ни сего он стал таким хорошим, может ли он, типа, искупив свои какие-то грехи, потом, ну, допустим так, либо заниматься магией, либо вообще учить других людей чему-то хорошему, да. Нам в истории, в религиозных, кстати, каких-то легендах и мифах, и вообще в святых каких-то писаниях написано, что была такая Магдалена, да, которая вела себя не очень пристойно, но потом ее к лику святых причислили, да. И насчет этой темы, девочки, на самом деле тяжелая тема. Не каждый. Есть люди, которые познали самое дно и которые очень сильно вырастают. Есть такие. Но есть и такие, к ним очень осторожно надо относиться. Смотря каким бандитом был и что он делал, да. Насчет смерти. Если кто-то убивал кого-то, то это, девочки, на всю жизнь, да. Дело в том, что когда человек убивает любое другое живое существо, причем я тут обращу внимание, очень похожее по порядкам на него. То есть, обратите внимание, в средние года были палачи, да, специальный такой человек, обученный, не то, что там быстро голову рубить там или что-то разделывать, был такой специальный человек. И у него в католицизме, девочки, если вы углубитесь в эту тему, вот кому интересна эта тема, да, как замаливают грехи или нет, определенный статус был при католической церкви. Потом была эта святая инквизиция, молот ведьм, да, определенно. Я его читала, и иногда очень там много всего полезного можно было прочитать. А в нынешнем мире люди, которые выходят с тюрьмы, к примеру, да, даже если туда попадает безгрешный человек или невинно осужденный, или как многие любят говорить, девочки, вот как в тюрьме, они все ни за что сидят. Вот прям все, кого не спроси, все сидят ни за что. Но некоторые безвинные туда попадают, но есть и виноватые, которые одевают шкуру овечью на свое волчье тело. И тот человек, который вышел, и вдруг он говорит, что он прошел огонь и воду и медные трубы, надо очень хорошо следить за тем, как он что делает. Потому что реально тут уже можно отличать человека под лярвой, который возомнил из себя все что угодно. То есть лярвы бывают такие, которые принимают образ, да, вот это как переодетые батюшки, да, он прям, и люди ему верят трындец как, вот прям, вот что говорит, вообще офигительно и классно, да, и на самом деле и за ними люди могут и все остальное. И это в психиатрии, кстати, мне сегодня врач-нарколог, девочки, психиатр и нарколог, кстати, известный тоже, и, как говорится, и года не прошло, написал «Привет». Я думаю, ну да, наверное, он нажрался. А он, кстати, директор медицинского центра, психолог и нарколог, девочки. Но это такое смешное, что-то из смешного, да, потому что когда он мне пишет «Привет», это значит, что нарколог, психиатр выпил и хочет там что-то порассуждать. Ну ладно. Насчет этих же людей, девочки, вот реально, когда вы знаете прошлое, вот особенно тех людей, которые сидели, да, обращайте на них внимание. Никогда не думайте, все, что они говорят, это чистая правда. На человека, даже безвинного, там собирается скопище тех людей, которые под тем или иным предлогом, они нарушали закон. И нисколько даже закон, который прописан там в Уголовном кодексе или еще где-то, человеческий, да, закон. То есть они шли
против человечества в том или ином случае. Когда человек ворует чужое, девочки. Вот представьте, что вы захотите что-то чужое своровать, да? Какие у вас мысли возникают? Это же дичь. В голове начинает твориться на самом деле дичь. Если себя словить на этом, вы эту дичь можете даже прочувствовать. Да? Вот у моей мамы, например, пол мыльницы. Она была в санатории, у нее украли половину крышечку от мыльницы, которая там была. Да? Это тоже о чем-то говорит. Не о порядочности там какой-то, да, а от того, какой человек там жил, даже по этим нюансам. А те, которые грешники были, да, особенно с тюрьмы. Блин, девочки, этих историй куча. Про заочниц можно посмотреть, как они женщин используют, все остальное. Вот эти вот все сидевшие, вот серьезно говорю, ничего хорошего. Ничего хорошего. А если еще на нем кровь на руках, это тоже не просто так говорится. Это все на самом деле читается, да. И то, что еще начинает где-то проповедовать вот этот вот, такой вот человек, там надо очень серьезно все его слова подвергать сомнению. Вот прям всегда. А сколько девочек попадается, когда у них одалживают в долг, используют, живут с ними, да, и ребенка, несколько детей заводит такой, но все равно вот это вот сущ в нем побеждает в этом человеке. А женщин, девочки, которые сидели, причем есть такое понятие, оно немножко жаргонное, да, коблы. Это типа женщины, которые интересуются другими женщинами. Вот с чего они вдруг... Там психика меняется и очень сильно. Ладно, там психика. По морде лица, как говорится, видно человека, который подхватил там лярву. Редко кто не подхватывает. Редко. И редко кто оттуда выходит классным и крутым. А вспомните даже сестер Хачатурян, да, какой у них там отец был набожный, да, а что он творил. Тоже разбирали эту тему. Короче, вот к этим людям надо очень осторожно относиться. Когда вам человек рассказывает свою биографию, да, это еще можно как-то даже и в интернете проверить, да. Да по-любому, девочки, проверяйте. Ну что, мои дорогие, сегодня у нас будет гадание. Мы погадаем на Манаре. Мы сделаем с вами такой вечерочек. Сегодня, в принципе, ночь, девочки, идет сегодня убывающая луна вовне. Ничего такого особенного, примечательного, чтобы можно было обращать внимание. Я бы вам посоветовала реально просто расслабляться. Сегодня вечером у нас будет расслабляющий такой расклад на самом деле. Не буду говорить ничего где-то острого, плохого и все остального. Просто с вами поболтаем, посидим. Повыбираете, девочки. Даже не говорю вам приседать, ничего не надо делать. Надо просто отдыхать. Грелочку, мужчину грелочку, девочки. Завтра праздник, День Победы. Кто-то празднует, может быть, то поздравляю вас. Завтра и я, девочки, пойду смотреть на салют. Кстати, мне нравится салют, который, знаете, с военной техники выпускали. А сейчас делают фейерверки. Конечно, они ярче, да, но не такой какой-то... Энергетика уже не та, конечно, что раньше было. А раньше я даже на военных машинах, когда мой отец был военным, мы ездили, он устанавливал эти пушки, и они стреляли. Ну, ладно. Давайте посмотрим, девочки, про наших мужчин. Его чувства и мысли о вас. Мы посмотрим. Кто, девочки, будет ждать своего варианта, когда вы в своем мужчине не особо уверены, если вы с ним не встречаетесь, либо еще что-нибудь, да, когда вы свободны, просто загадайте на 4 рубашки одного своего мужчину, а на 3 других просто имена. Взяли из головы, что в голову придет. На рубашке загадываем мужчин. И вот дело в том, что тогда будет выстреливать именно тот мужчина, который вам нужен, который по судьбе, который здесь и сейчас должен быть с вами. И это, как говорится, отводит лихое. То есть, когда вы влюблены, например, в какого-то человека, который не отвечает взаимностью, там, бывшего кого-то, еще остальное. Всегда помните, что у нас есть перекресток. 4 дорожки. По одной вы пришли, и еще 3 надо выбрать. Одного с собой взяли, и еще 3 можно выбрать, девочки.
Ну что, на Монаре, девочки, погадаем сегодня. Любовь Воробьева пишет, сегодня дочке 25 лет. И мы ее, девочки, поздравляем. Счастья, радости желаем, чтобы у нее все хорошо сложилось. Начала жизнь, 25 лет, классный вообще возраст. Самый лучший. Ну что, давайте посмотрим, мои дорогие. Его мысли и чувства. Его мысли и чувства к вам. Первый вариант. Второй. Третий. И четвертый. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Первый вариант — стихия Земли. Четвертый вариант — много мистики. Второй вариант — это когда вы хотите управлять отношениями. Третий вариант — когда вы доверяете человеку управлять вашими отношениями. Это, девочки, о чем я говорю? Это карты-сигнификаторы, рубашки. В раскладе, почему карты веером раскладываются, пирамидами, крестами и всем остальным, да? Потому что уже рубашки, они сами сигнификаторы. И почему мы не выкладываем сразу карты, да, а выбираем? Почему я их не переворачиваю сразу? Не то, чтобы вы там знали значение, да, этих карт, или, а по рубашке для того, чтобы сначала гадаем так. Мы в перевернутом виде гадаем, а потом переворачиваем карту. И то же самое можно на игральных картах видеть. Почему игральные карты поделены на две половины, как зеркальное отображение, да, фигурных карт? Это не для удобства в ладони держать, а именно потому что игральные карты, они заточены на то, чтобы работать. Вот играют, почему? Играют на деньги на картах, покер тот же и все остальное. Это знаменитые такие игры, потому что они уже заточены под то, чтобы там зарабатывать деньги. И не все, конечно же, там зарабатывают. То же самое и с магией, да, не на всех работает, на все остальное. Пушкина можно прочитать «Пиковая дама», тройка, семерка, туз, да, вот там механизм того, как работает магия в игральных картах, очень и очень красиво описано. Причем тройка, семерка, туз и пиковая дама, девочки, да, вообще офигительные такие. Может, фильм есть? Я, кстати, не смотрела фильм «Пиковая дама». Надо, кстати, посмотреть, хорошая идея. А еще фильмы, девочки, кто хочет в магии развиваться и вообще понять суть свою, да, вас может тронуть фильм «Ведьма» 2015 года. Я вот вообще всем советую, потому что я, когда его смотрела, я даже на некоторых моментах ревела, девочки, потому что я через что-то похожее, да, проходила у себя. Вот такие вот дела. Что вам еще такого интересного посоветовать? «Мастер и Маргарита» сериал тяжеловат, конечно, к просмотру, российский, да, но на любителя, но все же. Я, например, где-то только на 6-й серии, может быть, в этот фильм всосалась, как говорится. Да, Света, «Ведьма» 2015. Ну, вообще, этот фильм рекомендован как обучающее видео в черных практиках в США, официально причем. А вы знаете, девочки, что знак пентаграммы, перевернутый и прямой, теперь тоже имеет официально, и даже на могилах теперь можно, кто-то полумесяц со звездой делает, кто-то гексаграмму, кто-то крест, а сейчас официально даже на могилах в США можно пентаграмму делать. Мечта моя. Так. Конфетка спрашивает: Лена, какой еще фильм посоветуешь? Девочки, их много, но у меня такая не очень хорошая память. Я столько фильмов пересмотрела, но сейчас навскидку. Мне разные фильмы. Про зомби, девочки, я все пересмотрела. Это самая моя любимая тема. Сохранится Элли стрим, конечно, сохранится, только он не сразу появляется, там пока загрузка происходит. Ну что, мои дорогие, загадали? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Что он чувствует к вам сейчас? И давайте посмотрим, девочки, слева направо будем гадать с вами, что он чувствует к вам сейчас. Ну что, семерка огня выпала. Это
очень сильное, девочки, сексуальное желание. То есть, что говорит эта карта мужчине? Мужчина без трусов. Мужчина готов выходить в свет в плаще без трусов, девочки. Идти на огонь и искать ночных бабочек. Но для кого-то из вас, смотрите, если вы загадали какого-то женатого мужчину, мужчина, который не с вами, но вы, например, даже и предполагаете или не предполагаете, в паре или нет, тут может обозначать измену. То есть измену, когда с вами отношений сексуальных нет, да, но ему где-то надо пар свой спускать, и поэтому тут может обозначать, девочки, все, начиная от мастурбации, да, заканчивая тыканием в воздушный шарик, в дупло, в газету, девочки, да, возможно, принятие ванны с этими всякими манипуляциями. Но это также может обозначать, что хочет и ищет, где бы ему найти, с кем бы ему что поделать, девочки. Кто бы ему сделал тайский массаж с маслом Johnson's Baby. Вот такие дела. Но еще посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Девочки, у него немножко есть разочарование в вашу сторону, но по поводу того, что вы либо не даете ему, либо он листает свой телефон и понимает, что, ну, типа, чем мне начинать с ней общение, если она не даст, да? Либо вы как-то ему не дали, либо вы игнорируете вот эту сферу его жизни. Причем семерка огня, она такая капризная карта сама по себе, особенно у мужчин. Мужчина капризничает, он хочет секса и капризничает, девочки. Ему все не так, все не то. Это как лев голодный ходит с угла в угол, понимаете? И еще не факт, что он кого-то там где-то найдет, чтобы этот пар спустить, да, но он может потом беситься, капризничать, да, какие-то даже грубости может писать. Даже если вы с ним захотите наладить общий язык, да, или о чем-то говорить, девочки, вот эти вспышки какой-то даже гнева и агрессии, все, не звони, не пиши мне. Особо прикалывает меня те, которые нас помещают в блок, девочки, или в черный список. Знаете, как это все происходит? Так же, как и у нас. Он в черный список для чего помещает? Потому что он знает, что вы напишете, либо позвоните, чтобы вы увидели эту надпись. Вы в черном списке, да? А потом они хитренькие. Через какое-то время этот блок снимают. И как будто бы они не знают, что произошло, само как-то произошло. Или я удалил твой номер, потому и нету. Короче, капризные девочки. Отвратительно капризный из-за того, что ему очень сильно бешено хочется. Но вот эта девятка кубковая, она говорит о том, что вы ему что-то не додали. И вот это вот бешенство сексуальное у него развилось на фоне, кстати, вас. Это вы, девочки, виноваты, что он сейчас бесится. Ну, давайте еще посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Двойка воздуха. Ой, девочки, все. Тут с вашей стороны был какой-то, возможно, отказ. Либо какие-то резкие слова в его сторону, которые очень глубоко ему в душу запали. Понимаете? Что-то вы его ранили, вы его потыкали, девочки, чем-то. Он хотел потыкать сам, а потыкали его. Карта 12, старший аркан, это наказание. И, кстати, повешенные девочки, да. То есть это перемена своего отношения к вам, связанная с его сейчас сексуальной неудовлетворенностью. Потому что сигнификаторные карты, знаете, вот как пошли, да, глубокие карты внизу, а тут сверху такая рябица, нассана, мягко говоря. А еще, девочки, знаете, в чем прикол? Тут еще он, получается, в глубине души хотел какую-то такую пару с вами, да, чтобы ему как завидовали. И в то же время, чтобы вы в этой паре была руководящая такая, которая, да, я тебе коня остановлю, избу твою затушу, да я тебе то, да я тебе то. А вы как-то не реализовались по отношению к нему, как мужик, грубо говоря, девочки. Вот не обижая другие
пары моногамные, да, есть такие вредные иногда, пассивные геи именно, да, и вот его поведение очень похоже на пассивного такого гея, но не всех, есть пассивные разные, но есть такие, знаете, вредные, вот видно, что он из себя строит, что-то строит и в то же время вредный. Я думаю, вам попадались, ну, может, не геи пассивные, да, но вот такие вот люди, вредные, мелочно вредные. А все из-за чего? Из-за сексуальной неудовлетворенности. Но это все, знаете, вот если распутывать этот клубок, это идет уже... Это не здесь и сейчас вы вдруг его обидели, и нет, вы уже что-то говорили, как-то на него надавливали, и он такой уже понимал, что что-то уже идет не так, как бы он хотел. И из-за этого получается, что вот он через, видите, через интимную сферу девочки это показывает. Давайте еще посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Ой, ну, конечно же, манишь. Вы, девочки, его маните, как палач жертву свою, понимаете? И фишка в том, что он, знаете, чует прямо, да? И когда вот он будет с вами созваниваться, с вами встречаться, вам писать и все остальное, он просто чует, что ему могут от голову, как понимаете, хрякнуть конкретно. Вы как, он чувствует вас, может быть, как самкой богомола. Понимаете? Чувствует вас, что вы его где-то возьмете, используете, на крюк посадите, начнете им как-то манипулировать. Он этого боится, и в то же время, а что он хотел? Может в вашу сторону говорить вот сейчас какой-то такой негативчик, вот лишь бы вас задеть, да, не то, что там от души, душевно в душу, а вот чтобы задеть что-нибудь такое, потому что ему зудит, задевает, чтобы, потому что зудит, что он чувствует к вам сейчас. Отшельник, привет, отшельник. Знаете, девочки, чем попахивает здесь? Он либо боится, что вы его бросите, да, либо вы его уже бросили и как-то опустили, понимаете? У него страхи тут идут, у него конкретные страхи, и эти старшие арканы связаны с вами, а с ним такие, знаете, разменные монетки связаны. Может беситься от бессилия. Но отшельник выпал. Это говорит о том, что женщина роковая, а мужчина, вот знаете, такой бесится от бессилия, что не он роковой. Не роковой он пассивчик, девочки, не роковой. Вот такие. Вот такие дела. Ну, давайте, знаете, еще кое-что посмотрим, девочки, на него. Хочется еще что-то на него такое глянуть. А как он будет действовать в вашу сторону? Как он будет действовать? Ха-ха, девочки, смотрите, тут будет демонстрация вам, возможно, своего такого самцовости своей, да, типа, смотри, я не пассивный, смотри, я активный. И то есть, смотрите, то, что он будет вам где-то завирать, девочки, лапшу вам на уши, ралтоны вешать о том, что у него где-то кто-то на стороне, да, он там активчик, да, еще остальное. Короче, он дразнить вас будет. Этот мужчина, девочки, собрался вас дразнить. Дразнить. Методы дразнилок у всяких мужчин разные. Все зависит от его интеллекта. Да? Ну а почему дразнить, беситься он собрался? Потому что вот сейчас вы его вот больше, во всех планах больше его. И вы его притягиваете, да? Это вы та лампочка, которая эту ночную бабочку и манит ее.
Понимаете? И манит, и в то же время он хочет вас как-то подразнить, пощекотать вам нервы, как-то принизить вас. Я бы даже сказала, может быть, до своего уровня, либо до уровня того, где он может вас положить и манипулировать вами, девочки, как захочет. Но это все у него через огненные эти карты идут. Вот что вы собрала карты, и семерка выпала. Такая же карта. Пятерка огня выпала. Что он еще будет делать в вашу сторону? Это в его сторону, что будете делать вы. Правосудие, девочки, выпало, и двойка земли. Он ничего не может с вами поделать. Вы как захотите, так и будете поступать в его сторону. Вот просто, когда вы, девочки, с ним общаетесь, вот представляйте себя как актриса, да? Актриса, манипулятор, что хочу, то верчу. Как я иногда говорила, да? А кто ты такой? Я тебя как брелок на руке, на пальце покручу и выброшу. Да, так, и с ними можно так разговаривать. Но фишка в том, что все высшие силы на вашей стороне. И им надо, девочки, манипулировать. Вы тут главное в отношениях, а не он. Но он такой, знаете, от этого, чем больше вы будете на него давить, тем больше он будет беситься. Если под него подстраиваться, он еще, знаете, не надо снимать корону свою. Не снимайте, девочки. Не он вам ее делал, эту корону, не он вам на голову ее ставил, чтобы снимать перед ним свою корону. Но вот от этого он и бесится, девочки. Что вы не в дырявых, как говорится, трусах. Ну, вот такой вот вариант первый. Кстати, вот хотелось чего-нибудь побольше хорошего сказать. Но из хорошего, девочки, то, что он очень хочет секса. Можно его использовать, девочки, и чтобы он чувствовал, что его попользовались им. Если вам хочется поиграться. Но он будет эту игру расщелкивать на раз, потому что он будет понимать, что вы с ним играетесь. Пуха на себя накидывает, девочки, больше, чем надо, чем обычно. Вот такой вот мужчина, девочки. Ну что, давайте второй посмотрим. Второй вариант. Что он чувствует к вам сейчас, девочки? Ну, тут пошла двоечка воды. Пара парная, да? Это люди, которые либо очень сильно присматриваются друг к другу, и он, девочки, внимает всем вашим словам, слушает, что вы говорите, читает, что вы пишете. А почему ты так написала? А почему ты так написала? А почему ты это сделала? А почему ты это сделала то? Он занят вашим анализом вас, как вы себя ведете. Это могут быть не такие уже и сильно прям... Смотрите, если вы с ним только недавно познакомились, да, то я вам скажу, он анализирует все, что только можно, все фотографии ваши, когда вы, ну, короче, исследует полностью вас. Если вы уже сложившаяся пара, девочки, да, это говорит о том, что мужчина уже привык к вам, и он... Не то, что уже прям не может без вас, да, но вот вы у него занимаете такое, я бы даже сказала, первое место в общении, да. То есть он у вас будет слушать больше, чем, например, кого-то, маму свою или еще что-то. Но осторожничает, этот мужчина осторожничает в отношениях с вами. Давайте еще посмотрим его мысли и чувства из вас. Ждет каких-то, девочки, первых шагов от вас, чтобы вы как-то больше в его сторону действовали. Карта влюбленных выпала. Это может быть создание пары у вас, если вы еще не пара. Мужчина думает о том, как бы... Не то, что с вами серьезные отношения замутить, да, а он видит потенциал, что с вами он может быть влюбленным, и что вы можете быть влюбленной в него. Он чувствует, что вы можете в него влюбиться, либо уже влюбились, и с его стороны, в вашу сторону тоже. Влюбленные выпадают на двух человек, да, шестерку делят два влюбленных. Давайте посмотрим еще его чувства к вам. Ожидает. Ну вот присматривается, ожидает того, как вы будете проявляться. Ему очень хочется, чтобы вы проявляли себя сексуально, девочки. Да? Чтобы вы как-то внешне показывали, что вы его хотите. Вот этого он хочет. Смотрит на вас. Он когда вот смотрит, знаете, и любуется. Его чувства и мысли к вам. Воздержание, девочки, у него идет.
Он либо как откладывает этот ваш интим, да, не особо к нему стремится, но он ждет, что он будет. Это смакование какое-то, предвкушение, возможно. Может сегодня, может у кого-то через неделю, через месяц, но мужчина это видит, девочки. Его чувства к вам. Рыцарь воздуха. Но сейчас скажу, что он будет делать, девочки. Все. Знаете, что он? Он никуда не спешит, не торопится. Он хочет себя показать не с лучшей стороны, да, но он делает все очень медленно и постепенно. Он присматривается, смотрит, анализирует, философствует, уходит в себя. И обратите внимание, какие карты с его стороны в вашу сторону выпали, девочки. Рыцарь воздуха. Это мужчина, когда хочет вместе с 17-м старшим арканом, он хочет вам подарить какой-то подарок. И этот подарок будет символизировать его желание быть вместе с вами. Это у кого-то может быть кольцо помолвочное, у кого-то, девочки, цепочки, кулоны и все остальное. Я вам скажу, что сами не просите, но намекайте здесь, да, что неплохо было бы, чтобы у меня там что-то появилось. Еще не все пальцы на руках заняты, не все в кольцах, поэтому... И он как-то хочет проявиться, девочки. Он через подарки проявляется вам. Причем, знаете, хочет даже что-то такое вот романтичное. Но он не спешит с этим. Он, как знаете, думает не то, что о самом подарке жалко, не жалко, да, а вот именно я не спеша вхожу с ней в отношения. Если вы тут загадали мужчину, с которым вы уже вошли в отношения, да, то мужчина хочет, чтобы вы получали от него сексуальное удовлетворение, да. То есть он не для себя, как говорится, живет, а уже для своей женщины. Ему уже в прикол с вами ходить, покупать носки ему, да, и там выбирать какие-то продукты и все остальное. И этот мужчина готов тратиться на вас. Вот, кстати, готов тратиться, девочки. Каждая по-разному. Кто-то шикарные подарки, если деньги позволяют, да. Кто-то на небольшие, кто-то на мишек плюшевых, да. Но тут это к этому идет. Он как хочет вам что-то подарить. Но это, мне кажется, что этот подарок все-таки и будет. И обратите внимание, влюбленные и звезда, девочки. И я вам скажу, что вот сейчас, на данный момент, он прям о вашем браке, как бы совместном, не думает. Но дело в том, что когда он подарит вам подарок, девочки, вот этот подарок материальный, либо очень романтический такой, да, будет обозначать его желание заключить даже с вами вот реально брак такой. Если вот этот мужчина даже вот сам по себе вдруг ни с того ни с сего вам пришлет ссылку на какую-нибудь музыку, посмотри клип, да, какой-то, это тоже не просто так, это к этому тоже, девочки, относится, потому что это рыцарь воздуха, но это действие еще будет, но это какой-то подарок, который очень должен вам понравиться, кстати. Его мысли о вас. Блин, девочки, брачные карты выпадают здесь, реально. Влюбленные, брак по любви, не по расчету, по любви. Любовная любовь. Для него чувство важнее, чем интим какой-то. И для него ваше удовольствие важнее, чем его удовольствие. Девочки, он будет стараться. Он будет стараться. Вот такой вот второй вариант. А давайте еще посмотрим его действия. Какие у него действия в вашу сторону? И вот опять брачные такие скачки пошли, девочки. Но смотрите, сейчас идет весна, и мы делаем, девочки, этот расклад именно весной, да. Весной большая часть мужчин, как женщины, одевают юбочки и начинают раздеваться, куртки снимать, пуховики, да, у них у всех брачный период. И вот сейчас он задумывается. Но главное здесь не упустить вот эту звезду, не упустить подарок, девочки, значимый, закрепить это все. Тогда летом будет все нормально.
Обратите внимание на подарки. Чем больше подарков он будет вам дарить, можете где-то сами просить, намекать, говорить, а не просто ждать, да, или говорить: о, классно, там где-то что-то лежит, я хочу такое же, или пошли мне что-нибудь купим. И это... Даже когда в магазине продукты покупаете, берите что-нибудь себе, чтобы он за это заплатил, девочки. Это как подарок такой вот. Надо вести мужчину к этим подаркам. Подарки закрепляют его чувства. Вот такой вот второй вариант. Ну что, давайте третий посмотрим, девочки. Третий вариант. Его мысли и чувства. Падающая башня выпала здесь. Не очень хорошая карта, конечно. Не очень, девочки. Его мысли о вас. И звезда. 16-й, 17-й. Его мысли и чувства к вам. Это мог быть ваш бан, черный список, удаление, все остальное, да. И причем... У этого мужчины рядом с ним кто-то находится, девочки, да, кого он считает каким-то, я не знаю, талисманом, что ли. Или человеком, на которого он может опереться в плохие периоды своей жизни. Друг, что ли, может быть. Его чувства и мысли, его чувства к вам. Земляные карты, девочки, пошли на вас здесь, но и Луна. Смотрите, 16, 17, 18. Это может, девочки, означать, что если вы сейчас в ссоре, во всякой гадости и все остальное, он будет жаловаться или говорить о вас с каким-то человеком, который имеет для него такое, знаете, значение, как гуру какой-то, да, либо еще что-то. И ему надо сначала, как говорится, хорошо... вывести из себя вот гадость вот эту, которая у него есть. Это, понимаете, когда живот болит, что мы идем делать, чтобы получить облегчение? В ВИСИ идем мы, да, в туалет на белый камень мы идем. И вот там, конечно, не самое приятное все происходит, а потом наступает облегчение. Я к чему это, да? Что в нем какой-то достигнут предел какого-то яда, понимаете, внутри его очень много какого-то яда. И причем это на физическом уровне, девочки. Ну вот на физике. Но 16, 17 и 18. Все арканы идут друг за другом. Он сейчас, девочки, находится в этой вот падающей башне. А потом, если вы сейчас в ссоре, если вы сейчас с ним не общаетесь, вы все равно с ним будете общаться, девочки. И это не будет постоянное такое общение, но этот человек вернется. Если вы тут бывшего загадали какого-то, да, человека в ссоре, то с этим человеком вам предстоит еще общаться. Ваша луна его притянет. И даже обращу внимание, когда. Я здесь могу даже, девочки, вам примерно сказать. Это будет связано с фазами той же луны. Понимаете? И вот на этого вашего мужчину луна очень сильно действует. Такое ощущение, что я когда-либо выберу этот расклад, и он будет тоже мой. Вот я, сейчас как почувствовала. Это будет связано с каким-то празднеством. Это будет празднество. Вы знаете, как ночь на Купалу, да? Но вот тоже какая-то особенная какая-то ночь будет. И получается, у вас будет с ним такое вот общение, как свежий воздух. Как будете обсуждать какое-то давно забытое, но в каком-то изощренном виде, да, не таком, как реальность. То есть вы не будете прошлое обсуждать, вы будете что-то о чем-то так говорить косоязычно, много двойного какого-то значения в любых понятиях. Вы будете говорить такими словами, которые поймут только ты и он. И больше никто. Никто не поймет этих ваших разговоров каких-то. Если он ушел, девочки, он вернется, этот мужчина. Он еще, как говорится, я еще не все сказал. Но сейчас у него что-то не то с его физическим телом. Это психосоматика какая-то идет. В нем яда, в нем много какого-то токсина.
И, возможно, вот эти вот ваши ссоры связаны не сколько с выяснением отношений, сколько, девочки, у него какой-то токсин идет. Токсик. Токсичное тело. Как отравился чем-то он. Но он не один. Возле него тот, который его вытаскивал не один раз из тяжелых каких-то историй судьбы. Тут будет общение. Но давайте по-другому посмотрим. Если вы загадали здесь мужчину, с которым вы все время общаетесь, девочки, к чему это идет, да? Он как будто приходит, а ему никто не открывает. Он стучится, а никто не открывает. Немножко у него, он не так действует, как по судьбе, да, дано с вами действовать. Как что-то пошло не так, что-то не то пошло. И это каких-то набор случайностей, которые либо вас как-то развели, либо не дают нормально, знаете, проводить время даже спокойно. Его чувство к вам. Шестерка огня. Пятерка. Как будто что-то вам мешает здесь. Вам как будто не должно этого быть. Вот этого расклада, девочки, быть не должно здесь, на этом месте. Но как идет не по тем рельсам, вовремя не переключили там эти вот рельсы, и получается поезд пошел не туда, а ему надо идти, пока он затормозит и все остальное, пока он вернется на исходную. Он, конечно же, вернется, потому что это не его путь, он вернется на исходную с вами. Но что-то пошло, девочки, не так. Если это вы совместная супружеская пара, да, то это может быть то, что вы куда-то не поедете, сорвется какая-то поездка. Это может обозначать, что не состыкуетесь с кем-то, с кем вы должны встретиться, либо не поедете туда, куда запланировано поехать, вот даже в ближайшее время. Но это все будет связано к определенному какому-то празднеству. Кстати, может это 9 мая, а может это еще и дальше что-то пойдет. Как будто что-то сорвется. Непонятно что. Давайте еще посмотрим. Его мысли о вас. Суд, девочки, у него в голове. Вот реально, если брать метафорами, да, или аллегориями какими-то, это вот его поезд, девочки, пошел не по тому пути. Туда, куда этот поезд не запланировано, чтобы он ехал, да. Просто что-то где-то пошло не так, в результате заснул какой-то переключатель дорожек, и этот поезд поехал не туда. Но он уже это осознает, и он понимает, что вот сейчас идет какой-то тормозной путь, да, и что ему надо перебежать с начала поезда в конец, чтобы поехать назад, да. И пока он это все сделает, пройдет какое-то время. Какая-то ошибка здесь читается. Здесь читается, девочки, какая-то ошибка, которая приводит к каким-то изменениям в вашей жизни с ним, которые не связаны, то, что он плохо к вам относится, либо вы к нему как-то так. Это какая-то такая ошибка извне тут идет. Но давайте еще я разложу, девочки. Тут такой падающую башню. Давайте посмотрим. Его чувства к вам. Его мысли к вам. А вот уже пошло в другую сторону. Карты пошли. Смотрите, пошли вниз уже, да? Король земли, сила и верховная жрица. Я поняла, в чем прикол здесь. Он послушал не того. Знаете, почему какая-то ошибка произошла? Сбой в программе, да? Чип сбился у этого мужчины в голове. Потому что он кого-то послушал. Послушал, девочки, кого-то не того.
Влюбленные выпадают. Тут, во-первых, какие-то даже страсти-мордасти. Если вы сидите на попе ровно, то у этого мужчины, девочки, страсти, мордасти, страсть на мордасти, мордасти и страстью погоняет на самом деле. Мужчина здесь, да, он понимает, что сейчас не то время, чтобы с вами воссоединяться. Но он к этому времени стремится, и он хочет к этому времени прийти. Там пошли арканы 16, 17, 18. Это то, что как идет, неправильно, да, как я говорю, как будто ошибка, сбой какой-то. А когда переложила карты, они пошли вниз. 11, 2, 6, девочки, да, но вот эти вот карты, они вниз пошли. То есть не так, как запланировано прошло. В будущем выдает ошибку, а параллель вот эта, которая должна была быть, оно должно было быть по-другому. Давайте еще посмотрим его мысли, девочки, к вам. Он вас не выпускает с виду. Он и думает, что вы что-то будете делать, но фиг его знает, что. Он не знает, что. А, девочки, он еще думает, что возле вас кто-то вьется. И это не он, девочки. Это, кстати, возле вас вьется мужчина. Рыцарь огня, девочки. Мужчина... Он как женат, но он какой-то такой странный, да. Ему надо именно сексуальная близость с вами. Он на вас, вот знаете, смотрит и облизывается, да, но отношений с вами не хочет, а именно ради интима. Вот смотрит на вас, типа, о, какая клевая бабенка. Типа, и ну такой вот охотник. Но еще руки еще не распустил. 21-й. А к чему это выпал 21-й? Вы не только вдвоем в этом раскладе, девочки, лежите. Тут еще очень много людей подключено. Вот этот мужик, который вас хочет, да, здесь лежит. Дальше тут будет нервотрепка от каких-то ложных баб, которых, вот смотрите, не ревнуйте его сейчас. Вот даже если вы там не общаетесь или общаетесь, любите друг друга, у вас все нормально, да. Сейчас будут такие моменты, когда вам будет казаться, что либо он вам весь изменяет, либо у него есть другая, либо кто-то придет и будет говорить, да, что он там где-то подгуливает. Не верьте ничему, девочки, это все наговоры здесь будут. Наговоры, может, какие-то бывшие еще объявятся, которые вот специально, знаете, огня в топку, чтобы вы не были вместе, могут подкладывать. А что он будет делать? Его действия, девочки. Наказание. Ему бы вообще сейчас ничего не делать в вашу сторону. Потому что, знаете, еще можно наломать дров. То есть он поехал, ему надо возвращаться. Чтобы вернуться, ему надо время, да? Что ж такое-то? Можно его не трогать сейчас, либо быть просто доброжелательной, девочки. Не парите горячку. Если вы дальше будете его хлестать по жопе, этот мужчина, как, знаете, ослик, серый ослик обиженный побежит, сломя голову по кустам терновника. Не надо этого делать. Сейчас ошибок нельзя никаких делать. Если вы хотите восстановить отношения с этим мужчиной, да, я бы была благожелательной к нему, да, его никак не задевала, этого мужчину, и дала бы ему возможность самому прийти к вот этой к луне вашей. А луна случится на какой-то праздник. Он либо народный будет, но он как-то будет связан вот с луной. Ночной какой-то праздник. Ну, сумерки, ночь. Его действия по отношению к вам. А как он может действовать, девочки? Он не может в вашу сторону нормально действовать, потому что ему полностью, надо, говорится, перебежать от начала в конец. И уже думать, что конец это начало. Тут надо гнуть свою линию в плане того, знаете, морали какой-то, да, чтобы у вас был этот стержень, и он и дальше был, чтобы ему было кому возвращаться, потому что если вы поменяетесь как-то, да, то в одну реку дважды не входят, как говорил Гераклит.
да, потому что человек уже не тот, и река уже не та. Если вы хотите его вернуть, да, вы должны быть точно такой же, как вы были до вот этой какой-то переломной точки, когда все пошло не так. Потому что потом будет сложнее. Вы даже если голову перекрасите сейчас в другой цвет, да, ему уже будет сложнее возвращаться. Если вы переедете куда-то, сложнее. Поменяете, я не знаю, там Инстаграм удалите или еще что. Ну, мало ли что, да, может изменить его пути к вам. Он по этим путям не сможет к вам вернуться. Все пути должны быть сохранены. Ну, если вы хотите вернуть отношения. Но ему надо время, девочки. И тут, если честно, дофига времени нужно. А из хорошего что-нибудь нам вытяни. Вытяни нам, Кеша, попугай, что-нибудь хорошего. А хорошие девочки, знаете, что в этом раскладе? Вы, королева сердечная, вы выпали. Самое хорошее, что существует в мире между вами и вашим мужчиной, девочки, это не он, не ваши чувства друг к другу, да, не ваши там материальные достатки или еще что-то. Вы самое лучшее, что есть из всего в ваших отношениях. И королева земли выпала здесь, девочки. А вот до этого выпадал король земли, да? И верховная жрица вам выпадала. А знаете, девочки, вот так вот, если правду матку говорить, да, то вот этот мужчина, он вас с красивейшей, офигенной королевы воды, от чувственной дамы, от той, которая должна там, знаете, рожать, которая должна быть Мона Лизой, понимаете, с портрета, с картин, которая талантливая, нежная, вот вообще офигенная, да, он, получается, с ним, он с верховной жрицей превратит вас в королеву. То есть вы в статусе на ступеньку вниз упадете с ним. Знаете, если так, если шуточно говоря, помню, как мне один из моих бывших мужей говорил, да, про свою маму. Говорит, моя мама до замужества, у нее такая шуба была норковая, там у нее то-то было, у нее был телевизор, там тролливали. А я говорю, да, все было у твоей мамы, и норковая шуба, и телевизор, там, или все остальное, пока она не вышла замуж за твоего папу. Ну и все, девочки, тут такая вот фигня. То есть у вас с этим мужчиной, да, вам придется на своем горбу что-то волочь в этой жизни. Я бы на вашем месте, да, вот смотрите, девочки, королева воды, на нее падки, вот кто только не захочет обладать этой королевой воды, да, а кто захочет королевой земли здесь обладать? Королева земли, она, знаете, на чем? Она делает себе бога, она делает себе кумира, которому она служит, а королева воды не служит никому, понимаете? Она служит своему жениху, своему принцу, своему королю, любовью служит. А эта королева земли, она служит материальным чем-то и бытом своим. Я бы тут о себе любимой первое время, девочки, думала. Вот только о себе, о своей красоте, какая классная и все остальное. И если хоть один мужчина, только хоть с одним мужчиной ты чувствуешь себя галимо, когда ты понимаешь, что он от тебя энергию черпает, что ты перестала красиво одеваться, что ты перестала за собой следить, у тебя начали уходить бабло какое-то непонятно, ты устаешь на работе, все остальное, пошел нахер такой мужчина. Вот я тебе серьезно говорю, потому что королева воды, она счастлива будет с королем воды. Червовая с червовым будет счастлива. Все остальные с нее будут сосать энергию. А когда с нее пососешь, она превращается в черную королеву. Королеву земли, которая служит.
Но все равно это дело ваше, девочки, дело житейское, да. Но вот думайте вот про себя. Чем больше вы про себя думаете, тем вы вообще красивее, класснее, и все вас хотят. Чем больше вы думаете о мужчине, да, тем хуже, девочки. Вот тут надо прям воспитывать в себе любовь к себе. Любить себя и ставить на первом месте. Я люблю себя в засос, девочки. Надо себе говорить каждое утро, да. Вот такие дела. Ну что, давайте посмотрим четвертого, девочки, мистического нашего Фантомаса, который у нас по четвертым вариантам. Так, что он чувствует к вам? Боже мой, а тут Фантомас, то Фантомас, девочки. Буратино, в маске Буратино, в карте дурака и шута спрятался ваш, девочки, мужчина. Либо это трындец какой влюбленный. Это влюбленный, девочки, мужчина. Влюбленный, возможно, как-то даже одураченный, да. Он влюбленный. Вот тут даже не сколько там любовь какая-то, а именно влюбленность, девочки. Потеряшка. Чей котик, девочки? Так, давайте еще посмотрим его чувства к вам. Все, это 100%, девочки, влюбленный мужчина. Тройка земли тут выпала, влюбленный. Влюбленный женатик у кого-то, девочки, у кого-то влюбленный программист, у кого-то влюбленный... вы его вообще расковыряли. Вы своим видом, своими словами, вы этого мужчину достали с его пещерки, с его домика, с его ракушки, девочки. Его чувства к вам. Влюбленный. И что я такой влюбленный, девочки? Влюбленный мужчина. А давайте еще посмотрим. А его мысли какие о вас? Ой, слишком тут пажи уже пошли. Паж земли, паж огня пошел. Пажи. Ну, дурак и пажи. Паж дурак, девочки. Дурак, паж в квадрате. По отношению к вам. Не, а я что делал? А что я должен делать? А я влюбился. Что я должен делать с ней? Он не искусный такой, ловелас влюбленный, девочки. Он может, знаете, ломануться по копанному. Это все. Его надо учить любви. Где-то даже терпеть что-то. Потому что он не может сейчас нормально к вам проявляться. Он как-то, знаете... Давайте еще посмотрим, девочки. Его мысли о вас какие. Заякорился на вас. Смотрите, сколько любви, девочки. Тут все карты влюбленного. Влюбленного, помешанного мужчины. Причем, знаете, чем вы его очень взяли, я вам так скажу, да? Тут сексуальные карты идут. Он, девочки, знаете, когда мужчина этот влюбляется, когда его помаринуешь бессексием, то есть не даешь ни на первое, ни на второе, ни на третье свидание, а вы встречаетесь с ним долго и следите за тем, чтобы он ни с кем другим не встречался, с вами проводил время, и каждый день он бы думал, что вот-вот и она мне даст, да? И чем больше этот мужчина маринуется, тем больше он влюбляется в вас еще больше. Но из минусов то, что он не может нормально в вашу сторону проявляться. Влюбленный конь, девочки. Но не в негативном плане, а в хорошем таком, знаете. Из мультиков детских таких. Влюбленная лошадка. Влюбленный ослик. Вот если вот представите вот из детских мультиков, как же они поведут себя, да? Вот как-то несуразно, непонятно, да, и так мило с одной стороны. Если вы искушенная такая львица у нас, искушенная кошка, то у вас это может быть и умиление какое-то, девочки. Может, вы неказистость его.
Боже, девочки, это тот мужчина, которого чем больше маринуешь, тем больше он хочет жениться. Это как, знаете, солдатик, который 2 года или 1,5 года в армии секса не имел, да, он выходит, он хочет жениться, так хочет жениться. У меня брат с армии вышел, понимаете, он так хотел жениться, просто капец. Просто все. Давайте еще посмотрим, девочки, его мысли о вас. Трепет идет в вашу сторону, трепет. И какие-то карты все женитьбы, девочки. Он смотрит на вас очень трепетно. У него в мечтах, он мечтает о браке. Но, еще раз обращу ваше внимание, вы его привлекаете с интимной стороны. И чем больше вы его как-то маринуете, но так, чтобы вот каждый день он думал, что вот-вот, ну вот сегодня не было... Потому что как-то там фонарь светил, да, над нашей там машиной или над нами, и потому она не захотела, да. Но в следующий раз будет по-другому. Но вот если так мягко ускользать от него, он еще больше его в эту карту дурака прям ему крышу сносит капитально. Ему, девочки, сносит крышу. Но неадекватщина, конечно, тут идет. Пажи выпали и карта шута, да, это неадекватщина, девочки. Давайте еще посмотрим. Сейчас перетасуем карты и посмотрим на него опять. Какие у него чувства к вам? Пятерка земли. Какие у него к вам чувства? Королева земли. Не дающаяся. А от вас в его сторону как-то холодок, девочки, идет. Как-то льдинки какие-то. Вам надо с ним больше общения какого-то. И вам надо расставлять все точки над «и». Королева огня выпала. С вашей стороны такая вот сила, и в то же время в его сторону ничего, девочки. Давайте еще посмотрим. А его действия к вам какие будут? Рыцарь воды, который на все готов. А знаете, девочки, что тут выпадает? И рыцарь земли. А вы его любите, девочки? Вот реально, вы его любите? Вот можете вы так сказать, что прям вы его любите, как в индийском кино любят? Возможно, вот знаете, вас он как-то заинтересовал, вам либо хочется с ним просто поиграться, поиграть его чувствами. Это может ваша добыча, жертва, ваш мышонок, на которого охотится мама-кошка. Это, девочки, может любой другой быть интерес, да? Но дело в том, что знаете, что ему выпадает? Это даже расклад не для вас, это как для него расклад, что это неразделенная любовь. Вот если бы мы гадали ему, девочки, да, вот этот мужчина, это как неразделенная... Все, дорогой, у тебя неразделенная любовь выпадает. То есть он, получается, вас как-то сейчас больше любит, чем вы его. И вот почему-то вот он потому и мучается. Вот что в нем, девочки. У него вопросы бытия, быть или не быть. По отношению к вам, его носит, и вот этот дурак, и эти пажи, потому что он и боится проявляться, и то боится. Это, знаете, как, ну, котик, который хочет, чтобы его взяли, но он боится, что его могут выгнать, потому что он писает не в лоток, принципиально не в лоток. Я бы, девочки, вот посмотрела, вот реально с вашей стороны, а вы его любите, то я не вижу тут, что вы полная отдача этому мужчине, да я ему все груди свои отдам. Нет, вы тут, знаете, вы продуманная, целеустремленная и знающая себе цену. Понимаете? И вы, получается, этого мужчину делаете дураком. Но этот дурак может проявиться в реальной, в неразделенной любви к вам.
И даже вот вам будет казаться, на, возьми, я вся открыта. Он будет все равно это считывать, как его все равно не любят, возможно, его используют или еще что-то. И от этого он будет как дурак по копаному бегать, понимаете? Непонятно, что творить. И ему ничего не докажешь. А давайте еще, девочки, посмотрим. Его мысли к вам. Опять Паш выпал, и опять... Он, девочки, как-то... Вот неразделенная любовь с вашей стороны. Херня в том, что вот этому дураку, девочки, да, вот это... Вы не дадите и половину того, что вы можете дать мужчине. Вот если он вас что-то попросит такое, да, я вот на 100% уверена, что вы для него... Знаете, не метнетесь за водкой в магазин, там еще в это вот, ради него вы иногда даже пальцем своим не пошевелите, показать там свое какое-то, знаете, преданность и все остальное. Нет, девочки. Вот потому он и ведет себя как дурак по отношению к вам. Вот потому он может и не проявлять там это все, потому что он мышонок по сравнению с вами. Но он совершенно не владеет ситуацией. Он в вашу сторону ситуацией не владеет. Он даже не знает, как вести себя в этих ситуациях. И это надолго, девочки. Если это какой-нибудь там ваш новый знакомый, с которым еще так отношения не устаканились, да, то я вам скажу, что, вы к нему как потеряете интерес, да, а он дальше будет продолжать вас где-то ждать, там, любить и все остальное. Но когда вы напишете, ну что, типа, покажи мне свою любовь, то есть ты меня любишь, да, он, а что я должен сделать, да, ай, все, пошел ты в жопу. Такой может быть расклад. Если вы в отношениях с этим мужчиной, это любовь, которую он не может оформить, девочки. Алмаз у него в руках, да, который он не может отшлифовать. Ну, это такой вот. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Он сегодня, я вот заметила, да, я думала... Не буду особо такой делать стрим, лучше о чем-нибудь таком хорошем с вами поговорим, да, и сделаем такой мягкий расклад. Но на самом деле я посмотрела сейчас по вариантам, да, еще более-менее четкий первый и третий был, а второй и четвертый, да, это как, я не знаю, у меня такое ощущение, что их сейчас вот на будущее вообще можно не смотреть. Вот реально, вот прям такое вот супер будущее, да, чтобы оно четко ложилось. Нету такого. И мужчины, они какие-то такие мягкие, пластичные. Может, потому что день такой все-таки. День для того, чтобы расслабляться. И тут в расслаблении так идет. Вот такие дела, мои дорогие. Зина спрашивает, что с ним делать, играть или отпустить. Если ты про четвертый вариант, да, то с дураком играть, да, то есть, если у тебя есть лишнее время, то можно потратить его, но если этого лишнего времени нет, я бы не тратила на него время. Вот такие вот дела. Радуги какие красивые вы, девочки, смайлики такие шлете. Ладно, мои дорогие девочки, не буду вас отвлекать. Сейчас время... я вам про фильм, девочки, хочу сказать. Синнингтон. Это, если я правильно сказала, там 8 серий. Это такой сериал. И где-то он есть уже. Я смотрю какой-то такой сайт. Ну, я не буду там что-то рекламировать сайты, но есть такие сайты, где бесплатно можно смотреть. И, кстати, в Одноклассниках тоже очень много фильмов без рекламы. И есть Синнингтон, по-моему, называется. Это по мотивам Джейн Остин «Незаконченный роман».
Тоже очень много, если кто-то любит гордость и предубеждение, девочки, посмотрите этот фильм. Если кто-то любит такие английскую классику. Я на английской классике тоже помешана. Эти экранизации так люблю смотреть, что прям хлебом не корми. И там вот 8 серий, девочки, я реально думала, знаете, с перемотками где-то посмотрю 8 серий за раз, хотя там, ну, по 40 минут серии. Но я посмотрела весь, девочки, фильм. Если вы любите «Гордость и предубеждение», один в один практически, только немножко по-другому, да. Интересные такие чувства. Вот главное чувство, они там пошли, почпокаемся, что из этого будет. Спасибо, мои дорогие, вам за внимание. Посмотрите что-нибудь интересное, порасслабляйтесь сегодня. Сегодня такой день именно для расслабления. Перед стримом я, девочки, ездила в лес. На сколько? Полчаса было в лесу, чтобы так вот подышаться, подышать, надышаться. Ну все, мои дорогие, вот такой вот был расклад на мужчин. А хотя, знаете, вот многие ждут от раскладов, чтобы им сказали, ну давайте скажите, типа, быть мне с этим мужчиной или не быть. Иногда реально хочется, так, знаете, сказать, быть или не быть или не быть, да, там, да, тебе с ним надо быть, да, тебе не надо. Таких вот, а иногда хочется, чтобы помусолили, помурыжили эту тему. А я сейчас поняла одну фигню, да, именно в раскладах. Когда мы выбираем какой-то расклад, да, мы реально начинаем намного больше думать о мужчине и анализировать его. Как с подружкой поговоришь, с теми. И вот это вот себе перевариваешь, и такое ясное такое сознание приходит. Даже не благодаря Таро, а благодаря самой себе, из-за того, что ты думаешь, да, о нем с разных ракурсов таких. И намного быстрее, вот благодаря даже Таро, любому Таро, кто у вас даже там, кого вы, например, смотрите, да, любого, если посмотреть, так вот проанализировать, и так отчетливо идет вообще понимание, ускоряется вот того мужчины, который рядом. И все переживается намного быстрее все. Мне вот этот эффект вторичный Таро, да, мне очень тоже нравится. Да, сделаем, девочки, гадание, где и с кем он сейчас. Я тоже люблю этот расклад. Но вы можете раскладывать сами. Вот, например, хотите узнать, где ваш мужчина? Берете 36 картей, девочки, и в этой колоде назначаете себя и его теми мастями, которыми вы можете их назвать. Да? Про масти как назовете, да, себя и его. И смотрите. По 4 ряда, по 9 карт выкладываете сами, и они прямо здесь и сейчас говорят. Или, девочки, вот плюс-минус 3 дня, да, но вот я смотрю, как они играют, вот эти вот карты, да, все-таки вот 3 дня, кажется, я выпала среди людей, а людей вокруг меня нет, думаю, что за бред, да, а потом херак, на следующий день я в этих людях всех выпадаю, да, и у меня прямо оно сбывается, я еще даже расклады, которые для себя, я иногда для себя их записываю, да, прям даже видео снимаю для себя расклад какой-то, чтобы его потом запомнить, проанализировать, что было и все остальное. И потом до меня доходит, когда он сбывается, девочки. Ладно, мои дорогие. Хорошо проведите вечер, пусть у вас все будет хорошо. А насчет вот еще зацепила вопрос, девочки, почему он не может определиться с выбором? Девочки, когда есть выбор, что такое выбор? Если есть любовный треугольник, в любом любовном треугольнике решает женщина. Либо вы, либо другая. Женщина решает. В квадрате любовном, когда есть две пары, да, которые где-то что-то между собой, чего-то, да, то решает мужчина. В квадратах решают мужчины, в треугольниках женщины. Просто берите иногда инициативу в свои руки, если у вас реальный треугольник, если он из кого-то выбирает вас. Но главное, чтобы эта инициатива не принадлежала другой. Выигрывает другая только тогда, когда она инициативнее, чем вы. А не мужик. Мужик в отношениях ни хрена не решает в треугольниках.
Роман пишет, я люблю пиво, чипсы и холодец. Что выбрать? Э, Пиво и чипсы со вкусом холодца. Или сухарики со вкусом холодца. Все, мои дорогие, эфир сохранится, конечно же. Пока-пока. Люблю вас, целую, обнимаю. И сегодня, кстати, почему бы не выпить чего-нибудь. А, кстати, пиво для женского организма тоже полезно. Там содержатся женские фитогормоны. Поэтому у мужиков растут эти животики и сисечки по женскому типу. А нам, женщинам, в месячные или еще когда-то можно, да. Я даже знаю баптистку, которая пьет пиво все время в месячные, чтобы у нее легче это проходило. А у меня, девочки, однажды от пива, знаете что? У меня аллергия выскочила такая. И я помню, попила бутылочку пива, и у меня настолько вот аллергия, это не то, что сошла, я аж почувствовала, что у меня эти фитоэстрогены, они дали, гормоны вот эти дали по аллергии. А насчет совушка пишет, красного сухого выпила бокал. Девочки, вот полусладкое, да, обратите внимание, в Европе редко где принято. В той же, например, той же Черногории, где вино делают, да, они все время только сухое, белое и красное делали. А полусухое только полусладкое, потому что русские туристки, они привыкли пить полусладкое. Но на самом деле сухое, девочки, вино, красное или белое, именно сухое покупаете, чтобы оно не было таким приторным, разводите его соком, я каким-нибудь гранатовым, черноплодной рябины, там еще каким хотите, вот с таких вот красных соков. Офигеть получается. А еще в Италии были девочки с Румынии, да, они вообще научили пить меня вино с Кока-Колой. Берете Кока-Колу и вино, и знаете, тоже прикольно. С водой в Италии разбавляют вино с водой. Так мягко заходит, и от бокала не пьянеешь. И оно такое мягко-мягко заходит. Что мы на алкоголь, девочки, перешли. Правильно, кто не пьет, правильно делает, девочки. Потому что на следующее утро морда пухшая. Привет, Баку тоже. Привет, девочки, всем. Кола и вино, да, это сила. Коньяк. Ну, коньяк, не знаю, девочки, я особо не пью коньяк. Водку вообще тоже не пью водку. Водку только может в коктейлях каких-то. Она должна мягко как-то в нас заходить. Мы не должны, девочки, после третьей рюмки уходить в штопор. Вот такие вот дела. Ну ладно, мои дорогие, будем тогда уже прощаться. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть вечер сложится. Пусть карты в мае. Пусть вам везет завтра. Отметьте 9 мая, кто отмечает. Даже просто вот погулять, походить. Шашлычки, может, у кого-то намечаются. Все, мои дорогие, пока-пока.